Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать индивидуальный рацион питания солдат российской армии и постараемся выяснить, съедобная ли это еда или ее качество оставляет желать лучшего. Так выглядит коробка с индивидуальным рационом питания армии России. Здесь написано не для продажи, но тем не менее я купил этот набор в магазине Военторг и его стоимость 500 рублей. Как я понял, этот набор рассчитан на одни сутки. Адрес производства – Липецкая область, город Грязи. Вариант комплектования номер 5. И надо сказать, этот набор очень калорийный, здесь калорий почти 5000. Ну и внутри оказалась вот такая коробочка, и здесь очень-очень много еды. Ну давайте по порядку все рассматривать, что же это такое. Кроме еды, в комплекте еще идут вот такие спички, которые ветро- и водоустойчивые. Давайте проверим, действительно ли эти спички не боятся воды и ветра. Сначала я немножечко спичку намочу, попробуем ее зажечь об черкаш. Вот. Она шипит и реально, в общем, загорелась. И сейчас попробую задуть. В общем, она больше горит, как бенгальский огонь, а не как спичка. Ветром ее не задует. По моему мнению, спичка неплохая. 3 салфетки дезинфицирующих. Давайте глянем, что они из себя представляют. Они немножечко влажные. Особо никакого запаха не имеют. Можно протереть ими руки. Ну и так как этот набор может использоваться где-то в лесу, в комплекте уже идет портативный разогреватель. Металлическая часть и вот такие вот, как я понимаю, парафиновые шайбочки, которые будут гореть, и можно разогреть еду. Гуляш с картофелем. Масса 250 грамм. Состав, надо сказать, полностью натуральный. Никаких искусственных добавок здесь нету. Внутри, как мы видим, присутствует картошка и тушенка. По вкусу, надо сказать, неплохо. Это действительно чувствуется, что настоящее мясо. И картошка тоже по качеству неплохая. Чувствуется наличие специй. В общем, вполне съедобное блюдо. Шпик соленый, консервированный. Масса 100 грамм. По сути дела, это свиное сало, но оно какое-то, как мне кажется, вареное. Очень жирное блюдо, и, конечно же, вот, наверное, здесь калорий очень и очень много. По вкусу, надо сказать, что не очень сильно соленое. И, конечно же, кушать это лучше в разогретом виде. Ну а если вы боитесь потолстеть, то, конечно же, такое блюдо лучше не употреблять. Очень жирное. Говядина тушеная, первый сорт. В составе говядина, жир говяжий, а также специи. Никаких добавок искусственных здесь нету. Масса 250 грамм. Ну и как мы видим, внутри действительно присутствует мясо, оно очень хорошо проваренное. Ну и также присутствует такое приличное количество жира и жидкости. По вкусу очень даже неплохо, чувствуются специи. Мясо, по-моему, это самое настоящее, в общем, очень даже неплохо. Икра из овощей. 100% натуральный продукт. Основным компонентом в составе являются кабачки. То есть, говоря простым языком, это икра из кабачков. Ну и в составе никаких искусственных добавок нету. По внешнему виду это самая обычная кабачковая икра. Вкус, надо сказать, неплохой, и она не очень жидкая и не очень густая. Ну, в общем, такой средненький вариант, и по вкусу, и по качеству, как мне кажется, неплохо. Рис с курицей и овощами. Основным компонентом в составе является рисовая крупа. Также есть мясо курицы, ну и различные специи. Никаких искусственных добавок не наблюдается. Масса 250 грамм. Все, в общем, содержимое этой упаковки неплохо так слежалось. И если тут поковыряться, то мы видим, что на самом деле здесь вот присутствуют прожилки мяса. Его, можно сказать, что положили приличное количество. По вкусу, конечно же, не очень вкусное это блюдо, потому что рис очень сильно переварен, он слежался, и есть как-то это все даже непривычно, потому что дома обычно варишь рис, он такой рассыпчатый, а здесь все слежалось и перемешалось. Но думаю, если взять это куда-то в лес, на природу, когда будешь голодный, то особо привередничать не станешь, и, конечно же, будешь рад и такой еде, тем более, что это консервы, они имеют очень большой срок хранения, да и в лесу можно легко в такой упаковке разогреть на открытом огне. В комплекте этого набора еще оказалось 3 ложки. Я так понимаю, на завтрак, на обед и на ужин. Еще в комплекте идет ножичек и салфетки. Такой вот небольшой пакетик с солью и пакетик с перцем. Сыр плавленый, консервный, стерилизованный. Изготовлено в городе Муром. Ну и здесь уже состав не полностью натуральный, присутствует еще консервант. По консистенции сыр густой. Обычно плавленый сыр даже бывает более жидкий. По цвету он имеет кремоватый оттенок. По вкусу этот плавленый сыр оказался вполне съедобным, приятным. Не сказал бы, что он какой-то совсем уж дешевский такой. По качеству, как мне кажется, очень даже неплохо. Фарш колбасный любительский. Изготовлено в городе Москва. Состав вполне обычный для вот такого вида фарша. И надо сказать, что он не самый плохой, потому что в других подобного рода фаршах бывает гораздо больше всяких искусственных добавок, а здесь их не так уж и много.
Сам по себе фарш этот не жидкий. Иногда бывает купишь, он прям как такой водянистый. Здесь даже особо влаги никакой не отстоялось. Во вкусе чувствуется наличие специй, но вкус не острый. Со специями, в общем, не переборщили. Даже чувствуется небольшое наличие мяса во вкусе. Но, конечно же, он не 100% мясной, поэтому, конечно же, вкус не супер идеальный. Бывают фарши и более вкусные. Но, тем не менее, я думаю, что если исходя из общей стоимости этого набора, то качество вполне неплохое. Паштет нежный. В основном он сделан из свиной печени, а также еще есть мозги говяжьи. Ну и также другие компоненты, которые обычно входят в такие виды паштетов. Масса не очень большая, 50 грамм. По запаху паштет пахнет очень сильно специями. Ну и их в составе тоже было приличное такое количество. Этот паштет уже не такой вкусный, как предыдущий, но и он сделан на основе все-таки печени. Я лично не особый любитель печени, поэтому мне вот такого плана печеночные паштеты не особо нравятся. Еще в комплекте идет вот такая таблетка. Как здесь написано, это поливитаминный минеральный комплекс. В составе идет описание, где написано, сколько и каких витаминов сюда входит. А также еще здесь идут различные минеральные элементы. И есть даже йод. В комплекте идут 4 упаковки печенья. 2 упаковки это галеты из муки пшеничной обойной и 2 упаковки из муки пшеничной первого сорта. Очень рассыпчатое печенье, по вкусу немного пресноватое, как мне кажется, не хватает соли, ну и также видны вкрапления отрубей. Думаю, такие галеты будут неплохой альтернативой хлеба. Эти галеты тоже рассыпчатые, но сделаны они уже из муки высшего сорта, поэтому более белые. По вкусу неплохо, и думаю, это вот хорошо подойдет, если, например, намазывать на это печенье какой-нибудь паштет, вот, который был в комплекте. Пюре из яблок. В составе написано, что только лишь одно яблочное пюре. Само пюре жиденькое, по вкусу довольно-таки приятное, вкус сладко-кислый. Ну, такое ощущение, что даже и сахар сюда не добавляли, если делали, конечно, из сладких яблок. В комплекте идут 3 пакетика с сахаром, пакетики эти не маленькие, масса каждого пакетика 20 грамм. Сахара, в общем, не пожалели. Ну и как мы видим, это самый обычный сахарный песок. Шоколад горький, офицерский, сделано по ГОСТу, масса батончика 30 грамм. Состав этого шоколада неплохой, используется натуральное масло какао, а не его более дешевый заменитель. Попробовал по вкусу, и вкус, надо сказать, очень даже достойный, как действительно хороший горький шоколад. В комплекте идут 3 пакетика концентрата натурального быстрорастворимого. Здесь 2 вкуса, персик и малина. Состав, надо сказать, неплохой. Он действительно натуральный. Это не то, что вот было, например, Юпи, где сплошная химия. И еще даже витамины присутствуют. Масса одного пакетика 25 грамм. Для приготовления нужно пересыпать содержимое пакетика в стакан воды и перемешать. Надо сказать, что даже в теплой воде растворяется не очень быстро. По цвету, конечно же, этот напиток совсем не похож на что-то персиковое, но это из-за того, что все-таки красителя здесь не так уж и много, и к тому же этот краситель натуральный, сделан из морковки. А по вкусу этот напиток очень-очень сладкий, персиком пахнет не очень сильно. Малиновый концентрат оказался по цвету более красивым, ну и по вкусу аромат малины чувствуется сильнее. По запаху аромат малины чувствуется здесь очень хорошо, и во вкусе тоже малина чувствуется, но опять-таки очень-очень много сахара. Про чай тоже не забыли, положили 2 пакетика чаем под названием «Королевский слон». Чай этот хорошо заварился, по запаху чувствуется приятненький такой аромат. Не сказал бы, что это какой-то супер дорогой сорт чая, но тем не менее не самый отвратительный. Бывают, конечно, чаи, вот которые дешевые, они такое ощущение, что там трава какая-то, а здесь на самом деле чувствуется, что это чай. Про любителей кофе тоже не забыли, положили растворимый кофе и к нему сливки сухие быстро растворимые. Но вот сливки, к сожалению, не настоящие, это всего-навсего смесь сухая со вкусом сливок на основе растительных жиров. В составе из молока здесь вообще ничего нету, здесь кукурузная патока, растительное масло и казеинат натрия. По запаху этот кофе не особо ароматный, да и по вкусу тоже не самый лучший вариант. В общем, бывает кофе гораздо вкуснее. Да и к тому же вот эти сливки, они очень плохо растворяются. Осталось очень много нерастворимых таких вот белых вкраплений. Если купить какой-нибудь кофе, который вот даже там 2 в одном или 3 в одном, тот кофе, конечно же, будет более приятный и он будет лучше растворяться, чем вот этот. На десерт можно еще отведать повидло яблочное. Состав этого повидла оказался не полностью натуральный, присутствует еще консервант. Изготовлено во Владимирской области, город Муром. По консистенции повидло не сказал бы, что какое-то чересчур жидкое. Консистенция вполне нормальная, но по вкусу как-то не очень. Больше всего чувствуется сладость, а вот какого-то яблочного аромата практически даже и не ощущается. Еще положили жевательную резинку. Здесь находится 10 дрожжей. Давайте глянем, что она из себя представляет.
Жевательная резинка эта оказалась с мятным вкусом, и такой вкус вполне приятный. В общем, жвачка, как мне кажется, неплохая. Еще внутри меня заинтересовал такой вот пакетик. Здесь находится дезинфицирующее средство для обеззараживания воды. И в этом вот пакетике лежат еще 3 таблетки. Одна такая таблетка предназначена для обеззараживания 1 литра воды. Эти таблетки убивают различные бактерии. И сама по себе таблеточка очень-очень такая малюсенькая-прималюсенькая. Размерчик очень маленький. Вот она целый литр воды обеззараживает. Ну и как написано в инструкции к этому индивидуальному рациону питания, эта таблетка содержит активный хлор. И даже после того, как воду эту обеззаразили, все равно еще нужно прокипятить ее хотя бы 1 минуту, чтобы избавиться от лишней хлорки. Ну и в конце я могу сделать вывод, что качество этого индивидуального рациона питания вполне неплохое. И так как там очень много калорий, поэтому обычному человеку их бы даже хватило не на 1 сутки, а на 2, а кому-то даже и на 3 суток. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!